Имбирь и мед. Почти у каждого они есть дома, и почти каждый уверен, что знает, зачем они нужны. Кто-то пьет их при простуде, кто-то для иммунитета, кто-то просто потому, что так делали родители и бабушки. Но если остановиться и задать честный вопрос: что именно происходит с организмом, когда мы пьем имбирь с медом? Помогает ли этот напиток всегда, или иногда он может мешать? Сегодня мы разберемся спокойно и без мифов. Когда имбирь и мед действительно поддерживают тело, а когда от них лучше отказаться. Чтобы понять, что происходит в организме, полезно взглянуть не только на народный опыт, но и на то, что говорят современные исследования. За последние годы имбирь изучался гораздо шире, чем просто корень для чая. Ученые проверяли его влияние на разные процессы, от воспаления до обмена веществ. И важно отметить, большинство качественных исследований не говорит о чудесном лекарстве, но дает представление о том, как именно имбирь взаимодействует с телом. Одно из направлений исследований – влияние имбиря на воспалительные процессы. В лабораторных и клинических условиях обнаружено, что активные соединения имбиря, такие как гингеролы и шагаолы, могут снижать маркеры воспаления. Это означает не исцеление болезней, а умеренное влияние на некоторые биохимические процессы, которые связаны с воспалительной реакцией. Такое действие имбиря исследовали при мышечной боли после нагрузок. У людей, которые принимали имбирь в ходе эксперимента, отмечалось меньше субъективного ощущения боли в мышцах по сравнению с теми, кто не принимал имбирь. Это не значит, что имбирь заменяет обезболивающие препараты, но он может оказывать мягкое поддерживающее действие в ряде ситуаций. Другое важное направление – влияние имбиря на пищеварение. В ряде исследований показано, что имбирь может ускорять опорожнение желудка и уменьшать ощущение тошноты. Именно поэтому его часто рекомендуют как вспомогательное средство при укачивании или легком расстройстве пищеварения. Однако эффект наблюдается в строго ограниченных условиях и дозах. Проблемы с желудком, например, гастрит с повышенной кислотностью, могут усиливаться при употреблении имбиря, если он слишком концентрированный или употреблен на пустой желудок. Это важное отличие. Эффект, который наблюдается в контролируемых исследованиях у здоровых людей, не всегда переносится напрямую на людей с хроническими проблемами. Исследования также изучали влияние имбиря на обмен веществ и уровень сахара в крови. В ряде небольших исследований имбирь в умеренных количествах был связан с незначительным снижением уровня глюкозы после еды у людей с повышенным уровнем сахара. Это не лечение диабета, но показывает, что имбирь может участвовать в сложных метаболических процессах. Тем не менее, ученые подчеркивают, что такие эффекты наблюдаются при специфических условиях и при контролируемом употреблении, а не как универсальный рецепт для всех. Отдельное внимание уделяется влиянию имбиря на сердечно-сосудистую систему. Некоторые исследования предполагают, что имбирь может оказывать умеренное влияние на кровообращение и способность крови к свертыванию. Это не значит, что имбирь разжижает кровь как лекарство, но он может влиять на ряд ферментативных реакций. Поэтому людям с проблемами свертываемости или тем, кто принимает препараты, влияющие на кровь, нужно быть особенно внимательными. Важно отметить, что большинство исследований проводится в строго контролируемых условиях и с определенными дозами экстракта имбиря, а не домашним имбирным чаем с медом. Это значит, что выводы ученых помогают понять механизмы, но не дают универсальных рекомендаций для всех и каждого. Рассмотрение исследований позволяет сделать несколько выводов. Имбирь действительно активен биохимически, он взаимодействует с воспалительными процессами, пищеварением и обменом веществ. Но это не панацея и не лекарство для самолечения. Каждый человек уникален, и реакция на имбирь будет отличаться в зависимости от состояния здоровья, режима питания, наличия хронических заболеваний и индивидуальной чувствительности. Когда же имбирь с медом действительно уместен? Такой напиток может быть полезен тогда, когда вы чувствуете усталость после холода, хотите мягко согреться или почувствовать легкое бодрящее действие. В умеренном количестве, в теплой воде, такой напиток комфортно воспринимается многими людьми. Но если после него появляется дискомфорт в желудке, жжение или учащенное сердцебиение,
это говорит о том, что выбранный способ употребления не подходит вашему организму. Самая распространенная ошибка – пить имбирь с медом по привычке, а не по потребности, искать бодрость там, где телу нужен покой. Иногда организму нужна не стимуляция, а простая теплая вода и отдых. Имбирь – не вечерний напиток для всех и не утренний натощак для каждого. Если вы все же выбираете имбирь с медом, соблюдайте простые принципы. Вода должна быть теплой, а не горячей. Имбиря должно быть умеренное количество. Мед добавляется в конце, лучше пить после еды, не каждый день, а по состоянию. Это не курс и не строгая система, а эпизодическая поддержка. Имбирь с медом – не магический рецепт и не универсальный эликсир иммунитета. Это теплый, мягкий напиток, который может быть полезен в нужный момент и не подойдет в другом. Настоящая польза начинается там, где есть внимание к собственному телу и уважение к его сигналам. Природа дала человеку много простых вещей, но она никогда не обещала универсальных решений. Если вам близок такой спокойный и осознанный подход, без мифов, без крайностей и без спешки, если вам интересно растения, еда и природные знания как часть вдумчивой жизни, подписывайтесь на канал «Лесное дело». Здесь мы разбираем природу не по слухам, а по сути. Спасибо, что были здесь. Берегите себя и слушайте свое тело.